Добрый день, друзья! Сегодня рассказ о королевской орхидее Ванда. И мы ее польем витаминами, или для меня это звучит как удобрение аминосил. И еще раз прошу вас, если вам не нравятся мои рассказы или вообще это удобрение не нравится, переходите, смотрите другой канал. А мне очень интересны результаты и на фаленопсисах. И сегодня я вам покажу результаты на вот этих двух орхидеях вандовых. Есть еще 3 вандовых орхидеи. Просто мне не хочется ставить их на стол, потому что у одних более явный результат, у других он выражен чуть меньше, но результат все равно есть. И покажу вам еще одно удобрение из линейки аминосил, которое я сама только что получила, и мне тоже интересно распаковать его и посмотреть, что же там такое. Но давайте начнем с полива ванды. Когда я наберу в колбу воды, тогда я вам расскажу про корни и покажу корни ванды. Потому что она будет стоять очень долго. Обычно я наливаю воду с удобрением в вазу, и так орхидея с этим удобрением, с этой водой проводит в вазе час-полтора, а может быть и 2. Иногда я даже практикую налить воду или полив с удобрением на ночь, а сливаю воду утром. И такое бывает. Потому что в природе ванды получают вот эту всю влагу корнями как раз ночью. Может быть дождик, может быть роса. Ничего с вандой не происходит, ничего с корнями плохого не происходит. Поэтому иногда поливаю так, когда мне как удобно. Но стараюсь чаще всего поливать ее с утра. Как я это делаю? У меня есть 10-литровое ведро воды. Вода у меня из фильтра обратного осмоса. Для вандовых орхидей я делаю более теплую воду, чем для фаленопсисов. Сейчас вода 25 градусов. Я наливаю в ведро кипяток. Налила я почти 2 литра. И давайте измерим температуру. Пока термометр показывает 32 градуса, значит, можно долить еще. Вот почти 34 градуса. Можно доводить до 40 градусов. И сейчас вам покажу. Я заказывала недавно на Озоне. На Озоне были большие распродажи. Вот даже очень интересно прислал упаковки аминосила Озон. Раньше они присылали каждую упаковочку в коробке, а в этот раз наклеили вот такой штрих-код и выдали все коробки без упаковки. Но теперь вам могу показать и на этих упаковках тоже. Написано, что 5 миллилитров на 2 литра воды. Значит, на 10-литровое ведро мне нужно 25 миллилитров. Я не буду пока распаковывать новую. У меня есть уже распакованная. На мерном стаканчике 20, и если я налью его полный, как раз будет 25 миллилитров.
забудьте размешать, чтобы аминосил равномерно распределился в воде. И раствор сразу готов к использованию. Вы, наверное, видите, что в вазе есть осадок. Мне совсем не хочется доставать ванду из этой вазы. Я это сделаю тогда, когда она выпустит цветонос. Сейчас объясню почему. И последняя кружка. Я недавно вам рассказывала, что воду я заливаю до зеленой части растения. Выше не заливаю. И вот этой маленькой вандовой орхидеи тоже достался аминосил. Но я все вандовые орхидеи поливаю с этим удобрением. Почему я так делаю? Наливаю воду только до зеленой части растения. Я рассказывала подробно. Оставлю ссылку на видео, в котором рассказывала об этом. А еще создан плейлист об уходе за вандовыми орхидеями. То есть ванда у меня появилась не так давно, но потихоньку собираются еще некоторые экземпляры вандовых орхидей. Я стараюсь вам рассказать обо всех. И вот недавно мне подарили вот такую маленькую ванду. И мне казалось, что с ней все хорошо, но мне пришлось ее лечить от клещей, потом обрабатывать фунгицидами, потому что были светлые точки на листьях. После этого начался процесс удобрения, и ванда откликнулась. Вот это, ну не ванда, наверное, она как-то называется по-другому, узнаем, когда зацветет. Посмотрите, со всех сторон растут корни. И даже маленькая детка тоже выпустила свой собственный корешок. Вот он. И от старых корней тоже есть новые маленькие росты. Но что я вам хотела рассказать про свою большую ванду. Вот с этой стороны видно, что эти корни, они одеревенели, превратились в такие жесткие, как палки. А с другой стороны еще есть растущие корни. И после того, как ванда отцвела, я ее удобряю, и посмотрите, сколько молодых корней, сейчас я вам покручу, появилось на живых корнях. И вот здесь очень хорошо видно, вот там на дне лежат эти корни. Я, конечно, несказанно обрадовалась, но когда ванда совсем сбросила цветы, от шеи появились два великолепных в палец толщиной корня. Вот один, а с этой стороны второй. Я просто мечтала, чтобы у ванды вот так росли корни, и она меня порадовала, действительно. Потому что в прошлом году она выпустила вот этих два маленьких корешочка. Такие уж они были несчастненькие. Но смотрите, даже на этих корнях появились молодые корешки.
Не хочу ее сейчас доставать. Вот эти старые корни, конечно, нужно удалить. Я это сделаю тогда, когда она выпустит цветонос. Потому что у фаленопсисов, что у ванды, когда орхидея выпускает цветонос, корни все закукливаются, то есть перестают расти. Если она сейчас выпускает один лист, там уже показался второй листочек, то когда растет цветонос, весь рост орхидеи заканчивается. Ну, не заканчивается, а приостанавливается. Я все-таки думаю, что аминосил работает, и работает отлично. Как на фаленопсисах, которые я вам недавно показывала, так и на вандовых орхидеях. Но у аминосила в линейке появилось новое удобрение для орхидей. Это гранулированное удобрение. Здесь подробно описано, как вносить, как это делать при пересадке, как добавлять удобрения, если у вас растения посажены. Давайте мы откроем это удобрение, потому что я ни разу не видела этих гранул. Получила точно так же на Озоне закрытый пакет. В отличие от жидкого удобрения, этот стоит почти в 2, даже больше, чем в 2 раза дешевле. Вот сейчас точно не скажу, но или 320, или 330 рублей. Сейчас принесу ножницы, и мы с вами откроем его. У него есть удобная защелка. Первое, что мы делаем, конечно, еще раз. Есть очень небольшой запах. Чаще всего всем не нравится аромат, в кавычках, этого удобрения. Так вот, я 3-й раз сейчас понюхаю. Есть, но очень-очень незначительный. Когда открываешь вот этот флакон первый раз, да, прямо чувствуется аромат, опять же, в кавычках. Ну, вот сейчас я открывала уже используемый флакон, и такого аромата нет. Здесь его нет сразу. Может, ну, очень мало. Может быть, тем, кому не нравится вот этот запах, подойдет гранулированное удобрение. Я буду использовать это удобрение для бульбовых орхидей. Потому что бульбовые орхидеи у меня посажены в смешанный грунт, а не в керамзит. Вот в керамзите я использую жидкое удобрение, а для бульбовых орхидей обязательно вам покажу на примере вот этих маленьких орхидей, которые мне тоже подарила моя подписчица Татьяна Дмитриевна. И мы с вами сделали пересадку этих орхидей. Там такие крошечные орхидейки. Я покажу, как я буду удобрять, как я уже в посаженные орхидеи положу это удобрение. Но надо же показать, что же это за гранулы. Вот такие гранулки. Они крупнее, чем осмокот. Ну, осмокот минеральное удобрение. Да, но осмокот минеральное удобрение, а это органическое. И органические удобрения мне действительно нравятся больше. Но если у вас орхидеи посажены в коре, то можно использовать гранулированное удобрение. Знаете, я всегда называю это удобрение для ленивых. Вот еще один нюанс. Когда есть такая защелка, я всегда убираю воздух из пакета и потом плотно защелкиваю пакет. Так что с этим удобрением мы тоже поработаем, узнаем, как оно действует на бульбовые орхидеи. Я думаю, что результат тоже будет
скромно скажу, неплохой. Но пока, конечно, я не пою дифирамбы удобрению, потому что любое удобрение на орхидеи действует положительно. Но вот такого результата, как от этого удобрения, от минеральных удобрений, я ни разу не получила. Да, результаты от минеральных замечательные, но почему нет? Прекрасный. Особенно мне нравится монокалий фосфат для цветения. Но здесь вот люблю, чтобы получалось так, как получается, и рассказывать о том, что получается. И мне нравится на данный момент эффект от этого удобрения. Мы, конечно, с вами не будем ждать 1,5 часа, пока корни вандера находятся в растворе. Как я сливаю этот раствор при помощи очень нехитрой штуки и не замочив руки, я показывала. И ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Наблюдаем и за фаленопсисами, и за вандовыми орхидеями. Но не забудьте, что аминосил аминосилом, а тот стеллаж, который находится позади меня, будет удобряться только минеральными удобрениями. И мы с вами обязательно узнаем, есть ли разница. Вот это самое важное. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.